Я приветствую вас, мои дорогие любимые друзья, представители знака Зодиака Скорпион на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что ждет до конца мая, события и неожиданности, что случится, что произойдет в вашей жизни до конца месяца, давайте с вами узнаем. И, возможно, это что-то произойдет стремительно, неожиданно для вас. И к чему все идет? Зададим и такой вопрос, что будет продолжаться, может быть, заходом на июнь. Но вначале у нас 3 колоды. Вначале мы построим наш расклад несколько иначе. Достанем 2 карты. Зададим вопрос. Получится ли у вас осуществить задуманное? Исполнится ли ваше желание? Будет 2 варианта. И вы можете их использовать как, допустим, вариант ваших действий. Что будет, если я поступлю определенным образом? Или я ничего не буду делать? Или как-то по-другому буду, подходить к решению этого вопроса? Кто-то из вас может просто использовать как карты совет. Но не торопитесь. Пока не посмотрите видео, у вас время будет. Не торопитесь сам вопрос конструировать. Вполне вероятно, то, что нам раскроют карты, это несколько видоизменит вашу тему, или вы для себя найдете какой-то альтернативный вариант вашего вопроса. Итак, на второй колоде Чиро Маркетти Ленорман, это у нас, мы конкретные вопросы зададим. И первое, конечно, так что же там неожиданно, внезапно, что вас, возможно, удивит, мои дорогие, до конца мая? Что идет? Или что вы завершите сами? Ну и, соответственно, а что придет взамен? Хочется вот отсюда достать карту. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие? Вы, может быть, и вы сами измените. Что, в принципе, будет меняться? Может быть, с чем связаны перемены или с кем? И что будет продолжаться? К чему все идет? И последняя карта. Приятный сюрприз. Что вас обрадует? Вот именно с позиции чего-то приятного, радостного для скорпионов. Итак, приступим. Так что же там внезапно? Что неожиданно и вас удивит? Карта башни – это у нас как какая-то контора, организация. Вас может удивить какая-то информация, бумага, которую вы получите. Может быть, вам придется вот как раз в какую-либо организацию и отправиться, с кем-то что-то согласовывать. Вас может удивить принятый закон, например, или приложение к какому-то закону. Вполне вероятно, для кого-то иногда это будет свидетельствовать о том, что вы, допустим, строите карьеры. И карьеру, значит, у вас в мае месяце, до конца мая, сложится какая-то очень добрая, я больше вижу, конфигурация. Может быть, важные переговоры совершить или поговорить с нужными лицами, встретиться с конкретными персонами. Может быть, эти персоны не совсем входят в ваше окружение. У кого-то это может быть связано и с личной жизнью, но может быть какая-то личная, любовная, дружеская история, да? То есть это та дружба, которая длилась годами, а здесь вы можете задуматься о том, что, как перевести ваши отношения на новый уровень. Ну вот договариваю уже фразу, а тем не менее карту 7 мечей я открыла. Это карта обмана, это карта хитрости. Может быть, это вы будете разузнавать, да? Разузнавать, как и закон, например, как какое-то положение работает в отношении вас. Вполне вероятно, вы сами, допустим, услышав какую-то новость по 7 мечей, понимаете, что мне нужно действовать тоже хитрее. Тут тоже нужно что-то обойти. Может быть, и нужно обойти. Допустим, мы говорим закон, да, вот если взять в голом виде закон, не могу так осуществить, допустим, что-то. А если взять с подзаконными актами, то могу как-то обойти эту конфигурацию. Что это такое вообще? Посмотрите, 2 семерки. Семерка – это не совсем тут наше такое активное движение. Скорее всего, забота о самом себе, забота, может быть, о финансах, может быть, для кого-то из вас вообще, как вот поездка, например, в налоговую, да, предположим, или в какую-то инстанцию, когда вот вам нужно соблюсти свои интересы. И вместе с тем вы понимаете, ситуация такая зыбкая. А что это такое для скорпионов? А ведь и правда, тут либо нужно с кем-то договариваться, буквально потому что недостаток,
недостаток вот как взаимопонимания может быть, и вы понимаете, может быть, чуйкой своей, мои дорогие скорпионы, чувствуете, что человек что-то не договаривает. Может быть, это конкретной персоны будет касаться, и вы захотите как раз разузнать побольше. У вас может быть и по-другому, смотрите, вы отправились, допустим, опять же, по своей теме, по своему вопросу, и вам кто-то говорит «нет». Ну, даже в кабинете какой-то чиновник сказал «нет», а вы, в принципе, допускаете, что может быть и «да». Вполне вероятно, это приходит какая-то, ну, услышанная даже новость, и вы понимаете, то, что даже вы задумали, оно тоже и как вибрирует, да. Я не исключаю, что может сложиться еще такая история, когда вы в ком-то засомневаетесь и тоже будете искать информацию, как же вам поступить. Это может касаться денег, мои дорогие, или буквально какого-то человека, команды, коллектива, все-таки по тройке пентаклей, рыцарь мечей. Я часто говорю, мы ищем правду, истину, и мы ее находим. У вас есть какая-то тема, в которой вам нужно разобраться. Хорошо, так и в конечном итоге, что вас удивит? Что, может быть, это придется действительно переключить свои планы на решение какого-то другого вопроса, или, я допускаю, это будет связано с человеком. У кого-то это будет связано с личной жизнью. И, знаете, тут могут быть и вопросы дома, и вопросы места вашего проживания, когда вы случайно какую-то новость слышите и понимаете, что с этого момента надо изменить конфигурацию. Тут, знаете, ради самосохранения, ради личного счастья или ради собственных, может быть, даже достижений, очень емкая карта. Она может также включать и финансовую ваши какие-то направления или откуда к вам приходят деньги. Вы можете рассматривать как и дополнительный источник дохода, например, но при этом разузнавать, как работает закон, какие налоги нужно платить. Ну, даже так банально, да? Что-то Скорпион определенно задумал. Причем задумали такое, что оно, может быть, сначала не укладывается в четкую именно концепцию или последовательность. Есть какие-то подводные течения, есть какие-то словно рифы, да, которые уже заведомо нужно просчитать, предупредить, но в конечном итоге карта как будто нам говорит, что для вас это будет будущее. Почему будущее? Потому что тройка – это всегда будущее. Но, видимо, вот или вы так сами настроены, либо обстоятельства так требуют видеть вот именно эту истину. Не соскользнуть на какие-то эмоции, потому что с учетом семерки мечей здесь может быть, как и с вашей стороны, какое-то противодействие, так может быть и даже заведомая хитрость. Или, вот как я говорила, пришли в один кабинет, услышали новость, вам говорят, вот вы хотите что-то осуществить, а вам говорят, нет, так не будет. А вы понимаете, ну хорошо, так не будет, а если в обход, тогда будет. Поэтому тут вы можете получать даже искаженную информацию. Вот я тут вижу так. Получение именно какой-то не совсем правдивой информации, когда вам придется какие-то дополнительные шаги, это точно, может быть и несколько, совершить для того, чтобы эта ясность, какой-то порядок воцарился, ну и чтобы узнать правду. Ладно, интересно, давайте узнаем, а что же там уйдет, что вы завершите? Выбор какой-то очень важный. Может быть, где-то это и есть выбор. У кого-то выбор с личной жизнью связан. Когда-то уже хочется знать, может быть, побольше о партнере, чем он дышит, или о конкретном человеке, или знать больше о работе, именно перспективы. Очень такая емкая карта соответствует даме Бубен. И это может где-то свидетельствовать и правда, как и финансового порядка ситуация, когда вот выбор вы завершите, может быть, долгое время вы этот выбор не могли как раз и сделать. Может быть, это где-то в течение мая, вот я этого не исключаю, как будто лестница, посмотрите, сначала поднимается одной лестницей, да, до какого-то участка, отрезка, а потом уже нужно делать этот выбор. Поэтому карта может говорить, что вы сейчас даже этого не видите. А потом где-то в течение мая у вас сложатся так обстоятельства, что вот этот выбор необходимо будет делать. И что же это завершится? А ведь и точно. С какого-то важного выбора зависит как и продолжение чего-то, так и завершение, и в принципе лестница, да? Это понятно. Вот мы прошли какую-то часть пути,
а потом мы в два пути направо-налево сразу не пойдем. Как будто вы вынуждены, вот что завершится. Вы сами будете от чего-то отказываться. Вы сами что-то захотите завершать. И у вас это получится. А еще ведь эта карта говорит сбор урожая. То есть получение каких-то результатов. И две бубновые как бы соответствуют карты. Поэтому у кого-то из вас это решение денежного вопроса. Или какой-то концепции именно заработков. Я такое допускаю. Причем тут два момента. Это вы, возможно, сейчас, повторюсь, не видите. Поэтому сложно предположить, что это будет завершаться. Значит, может прийти как и известие, или так сложится обстоятельства, что выбор-то ведь придется делать Скорпионом. Потому что тогда больше ресурсов будет сконцентрировано в ваших руках. Причем разных. Не только я имею в виду деньги, а это ресурсы, это ваша сила, это ваша активность, ваше время, ваша компетентность в каком-то вопросе. Ладно, так а что же это завершится? Давайте. В целом, вот как раз у вас какой-то внутренний раздрай завершается. Пятерка чаш всегда сожаление. Может быть, мы на какой-то период сожалеем, да, не все у нас получилось осуществить. Но девушка как будто выливает вот эти все отрицательные эмоции, лениво протягивая ножку. И вот сейчас вот этот весь негатив скроется в омуте. А самое главное, остается рядом с ней. Вот это этот урожай, который остается с вами, как будто выбор этот вам неизбежен. Вот придется что-то разделить надвое. Хорошо, а что придет взамен? Ой, какая добрая карта. Это карта благополучия. Да, она, кстати, предусматривает, что может что-то идти наперекосяк. Или может быть поначалу что-то ни шатка, ни валка. Или даже если поначалу какая-то путаница, мои дорогие скорпионы, то потом-то все равно как будто все это определяется, да. И, видимо, вы тоже что-то проясняете. Может быть, это и касается даже документов. Поэтому что идет взамен, даже какие-то путаницы, может быть, потребуют от вас участия, времени, сил, может быть, и нервов, да, пятерка чаш. Мы все-таки о чем-то сожалеем. Причем я должна сказать, это ведь, с одной стороны, может быть что-то новое, но по пятерке чаш мы как будто в этом были. Или мы как будто здесь находились. Или что-то подобное переживали. Может быть, это было годы тому назад. Потому что по пятерке чаш это не есть что-то вот внезапно сложившееся. Нет. Здесь есть какой-то подтекст. Может быть, это даже как ваша какая-то стратегия и тактика, когда вы пользовались одними и теми же методами, а здесь, дойдя до середины пути, вы понимаете, или до середины месяца. Вот у нас конфигурация, кстати, астрологическая. Смотрите, начинается месяц, что тоже где-то символизирует. Может быть, кто-то сейчас вот уже в этих воспоминаниях находится, потому что месяц мая – это месяц двух полнолуний. И первое – это полнолуние, полная луна, мы говорим, завершение, да, или какая-то кульминация в вашем знаке, в знаке Скорпиона. А 31 мая это будет в Стрельце. И вот за этот период могут быть у нас такие горки, но энергии добра все равно идут в вашу жизнь. А в середине месяца, 16 мая, новолуние в Тельце. Это ваш противоположный знак, который отвечает за благополучие, стабильность. И вот для вас складывается очень добрая конфигурация, с чем-то как раз и разобраться. Чтобы узнать побольше, я не буду доставать дополнительные карты. Я приглашаю вас на свой сайт, ссылка в описании под видео. Прочитайте астрологический прогноз до конца мая на моем сайте. Я думаю, подсказок будет больше. Что изменится в вашей жизни? А быть может, изменит вас. С чем, с кем это связано? Но нам правда говорят, что-то завершается. Причем Анубис, да, это где-то тоже владыка подземного мира, но это не Аид, как древнеримская мифология, да, мы берем. Это, ну, в принципе, все равно смысл-то ведь тот же самый. Анубис, владыка царства теней, это то, что как бы хранитель сокровищ, как и Плутон, мы будем говорить, да. И вот это очень добрая карта, она называется, если часто в колоде Ленорман это звучит как гроб, а здесь она называется саркофаг. Как будто оставь прошлое вот именно этому Анубису. Он будет хранить то, что для тебя было когда-то дорого, но для тебя сейчас наступает период идти дальше. Вот о чем вам хочется сказать карта.
Давайте, тем не менее, с чем или с кем эти перемены связаны? Для скорпионов. Что изменится в вашей жизни? А ведь и правда, тройка жезлов, карта будущего. Меняются ваши планы. Причем меняются, может быть, от полученной новости, от какой-то реальности, когда вы вдруг либо ее осознаете, либо она для вас открывается вполне с такой определенной конкретикой, более чем, потому что у вас выпадает аркан императрица. Смена статуса у кого-то. Может быть, решение, правда, вопросов по части личной истории, а может быть, это по части дома. У кого-то это может совпадать с вашей работой, творчеством, и на дому-то тоже. Значит, это как новое направление по заработкам может быть. Здесь, видимо, у вас будет, вы кто-то чувствует, да, и тут у вас интуиция работает шикарно просто в мае месяце. И, может быть, вы сейчас какую-то конфигурацию продумываете, себя отговариваете, говорите, нет, так не может быть. Помните, что у нас время такое, что вот внешние вот эти перипетии, они могут напоминать какую-то путаницу. Но в данном случае ваша интуиция, ваша чуйка вам, скорее всего, дает правильные подсказки. В этом ваша где-то, ну, перспектива и приоритет, потому что вы чувствуете людей, вы понимаете, как вам действовать, потому что вы уже предвидите что-то на пару шагов вперед. Это точно. Поэтому тут вы как можете кого-то обогнать, я бы сказала, именно благодаря вашим природным качествам, мои дорогие. И если нужно договориться, договоритесь. Если нужно получить результат, получите. И неважно, какая сфера жизни. Либо это какие-то высокие инстанции, или даже сложности по работе, сложный выбор, или сложный выбор в личной жизни, может быть и так. Но вам карты в руки, козыри, по крайней мере, в ваших руках. Что же будет продолжаться? Неожиданно, прямо скажем, леса, да, что будет продолжаться. Хотя ведь тут тоже так, двояко. Вы знаете, может быть, до конца мая, может быть, и с заходом на июнь, есть какая-то тема, которая от вас требует внимания, хитрости требует, мои дорогие. С чем это связано? Давайте узнаем. Но тут больше, конечно, вопрос личной жизни. Вот слушайте свою интуицию. Ну, я такое допускаю, может быть, даже личная жизнь, вы понимаете. Да, на какой-то процент человек со мной честен, а вот в чем-то я сомневаюсь. Значит, чтобы не было этих сомнений, вам нужно с чем-то разобраться или с кем-то разобраться. Может быть, вы где-то сами свое что-то задумали, и, ну, как нашла коса на камень. Вот бывают же в личной жизни и такие тоже моменты. Может быть, это у вас задуманный какой-то проект не пойдет ровно с тем планом, который был первоначально. Здесь нам показан мужчина, вот конкретно карта мужчины. И, мои дорогие девочки, это вы можете не верить какому-то мужчине, вполне вероятно. Но что будет продолжаться? Тогда я вижу больше так, что, скорее всего, это вы будете где-то хитрее, может быть и так, потому что поймете, или уже какой-то опыт. Я уже его прошла, и мне еще раз одни какие-то грабли не нужны. Но тогда будьте готовы, будет продолжаться. Мужчина, скорее всего, очень сожалеет либо о своем поступке, либо он скучает по вас, по вам. Вот именно здесь, посмотрите, он в Чиромаркете прорисовал человека, который босиком, а босиком это значит, как чувствовать свою уязвимость, чувствовать, как будто я не могу что-то сделать наверняка, но как будто смотрит мужчина в сторону. У кого-то это, знаете, либо вы не вместе, вот такое тоже может быть. А, кстати, для вас, мои дорогие мужчины, эта карта будет свидетельствовать, что вы можете сожалеть о чем-то. Сожалеть, может быть, о каких-то отношениях. Вы можете, кстати, сравнивать партнеров. Ну, для кого это актуально. И вот как вот этот выбор будет касаться, сложный выбор, это правда, в личной жизни, непростой. Значит, могут приходить, но я должна это озвучить, какие-то воспоминания прежней любви, а может быть прежняя, ну так ради правды я должна сказать, она не соответствует. Есть в чем-то плюсы, да, но есть и минусы. Что это такое? Ну, так что подвести итог, вам захочется какого-то союза.
Я должна сказать, что для вас, мои дорогие скорпионы, а вот и правда прочитайте гороскоп, который на моем сайте. Здесь для кого-то из вас может быть такая демаркационная линия, когда даже несмотря на то, что вы проходите какой-то сложный путь, да, все же я тут вижу больше личную жизнь. Поэтому что будет продолжаться? Какой-то контакт будет продолжаться, да, если этот союз на сегодняшний день, по крайней мере, через контакты имеет место быть. Ну, неважно в каком ключе, но для кого-то это может быть более чем решительное создание семьи, проживать вместе, может быть, такое решение вы принимаете. Но у кого-то, все же мы все разные, может быть вот это какое-то сравнение, которое тоже будет продолжено с заходом на июнь, почему нет? Но если подвести итоги, например, для вас, мои дорогие девочки, вас какой-то мужчина может пытаться вернуть. Это будет продолжено. И вы, мои дорогие мужчины, вот в этом сложном выборе можете оказаться. И как будто история не заканчивается. Она еще какое-то время будет жить в вашем сердце. Но мне нечего добавить, правда. Но, по крайней мере, я вижу так. Приятный сюрприз. Я должна сказать, что астрологически для тех, кто один или одна, вы можете встретить нового человека. Вам захочется. Тех, кто из вас давно уже в сольном варианте, и, может быть, вы вообще никому не верите. Может быть, кому-то вот наоборот, да, вот для тех, кто один или одна. Долгое одиночество после предательства. И неважно уже тогда, кто меня смотрит, женщины или девочки. Когда никого я не хочу видеть, все врут, все изворачиваются, все как ужи на сковороде. То одно, то другое. Устал, устала. Пошли все лесом. Ну, я надеюсь, вы мой сленг понимаете. Где-то в середине месяца, ну, вот эти тяжелые эмоции у вас отступят. Ну, по крайней мере, тут дело даже не в картах, но это где-то перекликается. И опять же про астрологию говорю. Приятный сюрприз. Тут прямо что-то по судьбе. Правда, судьбоносно. Иногда башня тоже может свидетельствовать о том, что, ну вот, не случайные какие-то события, не случайные совпадения, какие-то важные контакты, встречи даже с людьми, которые у вас могут происходить в течение мая месяца, даже когда вы отправились в какую-то контору и вообще даже и не думаете с кем-то там встречаться. Вот пройдите по той ситуации или по тем ситуациям, которые складываются. Но давайте я достану дополнительную. Приятный сюрприз. Чего касается? Какой-то перспективы на далекое будущее. Для кого-то из вас это ведь правда как звезда. Я допускаю, что для кого-то из вас популярность, а для кого-то это долгие какие-то перспективы. Может быть, для кого-то из вас долгие, причем на долгий период времени. Здесь может быть, я не исключаю, и знакомство. И в то же время, вот мыши, да, как будто поставить крест на вот таких мышах, да, или крысах, да, карта. Ведь это всегда какой-то вред. Пакостный такой, мелкопакостный вред, который из-под тишка. Может быть, вы уже прошли какой-то путь, правда, тут выбор неизбежен, вот это факт. Может быть, вы об этом где-то думаете, долго думаете, но, видимо, крест на каком-то событии или типаже людей вы явно будете ставить. Но здесь может быть и такой момент, мои дорогие, как здесь лиса, так и здесь мыши. Вот я говорила, момент недоверия, он присутствует. Тем не менее, здесь я допускаю, у кого-то может означать новое знакомство, может такое быть, или какой-то очень удобный момент, который вам, радостный момент, который вам посылают словно небеса. Может быть, в виде какого-то сообщения. Может быть, в виде у кого-то буквально подарки, знака внимания. Кто-то, вы кому-то не безразличны, это точно. И больше это касается для человека именно эмпатии в вашу сторону. Но соответствует это даме пик. А Скорпион не верит, потому что вверху мыши. Но, тем не менее, вас это будет радовать. По крайней мере, льстит самолюбию, это точно. Буду благодарна, когда вы, может быть, или в конце месяца, или в июне, если не забудете, черкнете пару строк,
комментариях, как же это у вас проигралось. Что же тут у вас такое, мои дорогие, любимые, не скрою, скорпионы? У скорпиона всегда много загадок. Ну так сбудется ли ваше желание? Первый вариант, то, что вы задумали. Семерка кубков, тут как будто много желаний. Ну, или много иллюзий. Вот, кстати, иногда да и так тоже. Или когда нужно сделать какой-то один выбор. Не вполне понятно. Поэтому давайте мы... Сбудется ли желание? Тут как будто нужно что-то передумать, перестроить, переиначить. Или выбрать что-то одно. Или желание ваше, знаете, оно пока не конкретизировано. А вы думаете, было бы неплохо. Так вот, сбудется ли это желание? Соблазн. А вот и правда путаница. Карта дьявола. Вот как эти двое, они же не видят, кто за их спиной. То есть вроде как такой соблазнительный мужчина. Молодому человеку деньги, мороженое, девушке вот хвостик, да, хвоста не видно. Вот есть какой-то соблазн, когда очень хочется так поступить. И есть и элемент иллюзии. Как будто карта говорит, а надо ли тебе это? Так сбудется ли первый вариант? Тут нельзя рисковать, мои дорогие. Как будто не ходи туда или не попади в ту ситуацию, в которой ты уже был. Здесь, знаете, будет что-то напоминать, как либо знакомый метод, или как вы всегда действовали, или что-то будет льстить. Нет, первый вариант, наверное, не работает. Он как будто вас отбросит, может, по крайней мере, отбросить назад. Или вы окажетесь в такой ситуации, что вы на кого-то понадеетесь. Или, правда, кто-то врет. Ну, врет дьявол. Что еще скажешь? Хорошо. Пусть нам карты совет, как поступить. Туз кубков. Эмоции, мои дорогие. Эмоции. Здесь как будто даже, знаете, хочется кому-то верить. Тут вот именно верить хочется. И не кому-нибудь, а императору. Хочется верить как, может быть, подписанному документу, подписанному соглашению. А я бы сказала так, смотрите. Тут как бы вам идут возможности именно финансовые. Но для того, чтобы вы могли, ну тут, знаете, 50 на 50. Для того, чтобы вы могли осуществить, все же вам нужно, посмотрите, если мы говорим, дьявол, он как раз между картой иллюзии, соблазна, да, и ничего не деланием, когда нет перемены, есть только обещание. И есть карта император, когда это все-таки конкретное подписание документов, что-то оформляем, что-то вот башня. Идем, проясняем, ищем правду, и мы ее находим. И тогда и добрые эмоции, и как будто больше возможностей, и решение финансовых проблем, может быть, или тем, или конкретно получение денег, или, может быть, подписание какого-то контракта. Может быть, у кого-то контракта по работе, у кого-то, может быть, брачного. Когда не просто на словах обещанки какие-то, а когда это на деле. Вот вам нужно, даже если вам что-то обещают, вот по первому варианту, неважно, что вы задумали, вам как будто это быстро нужно переложить в какую-то конкретику. Ага, пообещали, окей, давайте подпишем с вами бумагу, подпишем документ. Давайте твои или ваши обещания мы изложим это именно в каком-то варианте документа, в варианте юридическом. Это для вас тогда может дать, и вы все просчитаете, опять же, то тогда это для вас может дать исполнение желания по первому варианту. Ну, я, по крайней мере, вижу так. Нам четко сказали карты. Ладно, второй вариант. По семерке жезлов тут нужно хорошо понимать, с кем вы имеете дело. Потому что тут на вас давят. А тут ты как будто силы не равны, да? Ты не можешь один или одна против вот этих 6 жезлов противостоять. Тут как бы колода ведьмочек, у каждого своя волшебная палочка, а у вас своя. А что нужно делать? Как нужно действовать? Давайте мы с вами перемешаю колоду. Второй вариант. Сбудется ли ваше желание? Ну, вот видите, как-то не само по себе желания исполняются, а требуется от вас перерокировка.
А здесь нет, здесь что-то может поставлено быть на паузу. Или вам придется ждать что-то долго, а в конечном-то итоге исполнится. Здесь прямо как по судьбе, мои дорогие. Как будто много согласований. Вы знаете, тут может получаться, вот если метод, да, вы как будто окажетесь отброшенными назад, или как будто вы долгое время будете чем-то заниматься, вас будут опять же кормить какими-то обещаниями, а потом может, знаете, измениться ситуация, когда вы сами можете оказаться в роли жертвы. Вот правда. Вы подпишете какую-то бумагу, если вы что-то не просчитаете, или согласитесь на какие-то условия. А эти условия, они устраивают кого-то, но не вас. Вам нужно юридически что-то прояснить. Вот вам нужна какая-то именно, может быть, грамотность, как в отношении вас работает закон. Здесь нужно иметь, правда, запасной вариант, потому что, ну, наверное, поэтому у вас и выпадает как и лиса, так и мыши. И, кстати, две ведь карты выпали. Но у нас именно приятная какая-то новость, она больше касается, ну, тоже есть конфигурация, да, обмана, хитрости или какого-то вреда. Может быть, это прежде было. Вот вам как раз чистить это пространство предстоит, мои дорогие. И то, что вы задумали, может быть, да, или метод, или получить желаемое. Посмотрите, от вас потребуется какое-то однозначное решение, однозначная тактика. Вот второй вариант явно нет. Как будто тебя уже там нет. Не повторяй еще раз какую-то историю. Или не пытайся, может быть, довериться. Вот второй вариант, он и так. Вас уже сейчас там нет. Но тут действительно что-то похожее, да, то, что вы переживали прежде. Поэтому, может быть, и не нужно ходить туда, куда мы уже ходили, мы все видели, были. И у кого-то будет говорить о том, что, кстати, если эта ситуация будет касаться личной жизни и каких-то зависших отношений, тогда я могу сказать «да». То тогда вы можете, допустим, получить документ. Иногда ведь бывает, что какой-то союз уже и распался давным-давно, а юридически это не оформлено, и вы тоже в каких-то обязанностях находитесь. Так вот, время поставить точку, оно у вас определенно будет. И поэтому, если какая-то история долго длилась, и это было уже, когда это вы словно были в подвешенном состоянии, то, скорее всего, правильное ваше взаимодействие, какие-то запасные аэродромы или дополнительные знания, может быть, конкретно понимание, как в отношении вас работает закон. Вот тогда вы и можете поставить окончательно точку, и вас это больше не будет волновать как будто, не будет снова и снова вас как беспокоить, или ставить вас в какую-то нелепую ситуацию, или заставлять, может быть, действовать во благо кого-то, но во вред самому себе. Вот тут что-то такое очень сложное, что вам хорошо знакомо. Поэтому если точку ставить, то да, тогда этот ряд будет очень даже плодотворный. Но и начинается-то ведь у нас все-таки семерки жезлов. То есть люди вас, приготовьтесь к тому, что вас соблазнять будут, мои дорогие скорпионы, или на что-то уговаривать. У каждого своя сфера жизни. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас, мои дорогие, за ваши отклики и искренние комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.